Сегодня утром было открыто уголовное дело против Леонида Николаевича Агутина. Теперь известный певец встанет в один ряд с Филиппом Киркоровым, ведь по его вине тоже погиб человек. Сегодня утром скончался частный охранник, 35-летний Арсений Кольцов, которого Леонид Агутин ранил из травматического пистолета при бегстве из военкомата. Сегодня в экстренном порядке в Россию приехала Анжелика Варум, чтобы спасти своего непутевого супруга. Певица устроила скандал в полиции и потребовала отпустить Леонида. Однако смерть охранника военкомата в корне изменила уголовное дело. Теперь Леонид Агутин может оказаться за решеткой на долгие годы. Стало известно примерное уголовное наказание для Леонида Агутина и подробности шокирующих событий. Леонид Агутин, который первоначально дал свое согласие на мобилизацию, в военкомате неожиданно изменил свое решение, ранил охранника из травмата, выпрыгнул из окна и сбежал с военкомата. Очевидцы событий утверждают, что в момент побега Леонид Агутин находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. После задержания полиции при обыске у босоногого мальчика были обнаружены запрещенные вещества, что еще более ухудшает ситуацию. Стало известно, что охранник Арсений Кольцов после нападения Агутина упал с лестницы и сильно ударился головой. В первые сутки состояние мужчины было стабильное, а на вторые он неожиданно потерял сознание и впал в кому. Несколько часов назад он скончался. Если ранее Леониду Николаевичу грозила статья покушения на убийство, то после смерти охранника она будет изменена, и теперь известному артисту может грозить до 15 лет лишения свободы. Еще более усугубляет ситуацию запрещенные вещества, которые были обнаружены при обыске. По данным экспертов, за подобные деяния Леонид Николаевич может получить от 15 до 20 лет лишения свободы.